Эта бутылка водки будет распита на косплее Нерф Раша. Беспрецедентная акция. Распитие водки на косплее. Да! Кадзи, Вызывали командующий? предоставьте отчет. Отчет готов. По форме 05-40. Да, научились. Да вот только кажется мне, что воды здесь многовато налито. Да что вы, командующий, чистейшая информация. А почему тогда... Вы что, его уже читали? Ну, я же должен был сам прочитать, что написал. Ну, тогда я тоже должен прочитать. Начнем, Верное пожалуй. решение. За информацию? Да. А вы знаете, я вот недавно заходил к вашему сыну в гости, ну, к третьему дитя, Икари Синдзи-кун. Знаете такого наверняка. Известен, да. Захожу я, значит, к ним. Ну, вы знаете, он у Мисаты живет. Мисаты, правильно. значит, дома не было? Дверь открыта, смотрю. Думаю, войду. Вхожу. Захожу в гостиную. А они там непристойностями, извините, занимаются. Я не думал, что и он на такое способен. Так весь в папочку же. Я говорю, типа, вы тут, ничего, что я тут, я вам не мешаю? Они говорят, не мешаешь. Я говорю, а вообще нормы приличия какие должны быть или нет? Они говорят, ну ты, Кадзи-сан, жжешь, какие ж нормы приличия в доме у Мисата? Да, действительно, нормы приличия у нее в квартире страдают. Да. Да. Пожалуй. А вот скажите, как вам было вне дома? Это ну-ка, в Германии, что ли? Да. Ну что, во-первых, там отличное пиво. Но бабам, конечно, ихним до наших далеко. Ага. Ну, правда, пиво у них хорошее, поэтому это не такая уж и проблема после пива. А еще говорят, вы детей любите. Что вы? Я Аску не трогал. Сколько она мне не просила. Дура она, малолетняя. Да. В том-то и проблема, что малолетняя. Да. Действительно. Вот. А вот эта самая Мисата, представляете? Женская называется логика, а вы еще тактический командир. Типа поссорились мы с ней. Она мне смс-ку пишет, мол, не звони мне больше, слышать тебя больше не хочу. И вообще, исчезай из моей жизни и все такое. Я это думаю, ну все, пипец, конец любви, все. Все они одинаковые. Так через неделю сама мне звонит и говорит, мол, чё ты мне не звонишь, сволочь такая, все вы мужики кобели сволочи и вообще. И говорит, мол, это, типа, приходи, мол, изменяться. Так ведь Вот. тактический командир же, тактика. Тактика. За тактику. Так не налито же. Так наливай.
Ну, за тактику и... Баб! Да! Пьянки. Говорю, мол, типа это. Ну, в баре дело было, что, понимаешь, да? Они там с Рицкой сидели, Майя с Рицкой. Подхожу к ним, говорю, девушки, а можно вас угостить? Они говорят, нельзя, говорят. Мы, говорят, Угостили бы лесбиянки. сигареткой. А я говорю, а что такое лесбиянки? А они говорят, типа, ну это кто девушек любит. А я говорю, ну так это, бармен, налей-ка нам, лесбиянкам. Странно, а когда мне все сотрудницы сдавали экзамен на профпригодность, она ничего такого не показывала. Ух ты! Это уже интересно. Вы говорите, все сотрудницы? В основном. А капитан Кацураги? Уже майор. Майор. Жесть. За профпригодность. Да. А вот у вас же жена была, Юй, да? Вот как вы смогли ее сердце завоевать? Чье сердце? Жены вашей. Я всех людей угробить готов, чтобы жену вернуть свою. Да? Ну-ка расскажите поподробнее. Как вы это собираетесь осуществить? Вот, сюда говорите, пожалуйста. А на что мне 01 по-вашему? Вот. Так. Я ради... Что говорить? Ты должен всю правду. А я не помню. Молодец! Наш человек. А вот скажите, Напился так? Кадзи, вот у нас с вами постоянно какие-то недоговорки, недоверия, ведь мы же с вами сослуживцы, даже вот пьем вместе, но почему Да. же я так мало о вас знаю? Вот, почему вы постоянно стараетесь скрываться от меня? Вот. Вы думаете, я о вас много знаю? Потому что я шпион какой-нибудь там заедет, еще позаслали, вы мне скажете, да? Ничего подобного. Просто я заходил на Драконий вашу Кацураги. страницу ВКонтакте. Ну и это тоже. Вот. Какие между нами тайны? Тайны? Какие могут быть тайны между собутыльниками? Никаких тайн. Да, но вот только проблема. Где еще? Ну почти дочитали отчет. Пожалуй, я схожу за еще одним отчетом. Думаю, я смогу его написать в достаточный срок, чтобы мы продолжили чтение в ближайшее время. Да. А пока, извините. Ну что, вызывай меня? Вызываю. Жесть.